Это можно описать разными словами. Ну, во-первых, это может быть выглядеть как пористый шоколад. Или как легкие. Или как пористые кости какого-то животного. Или много всяких разных сравнений приходит на ум, но это совершенно потрясающе выглядящее место. Это одновременно вроде бы и ракушечник, и в то же время одновременно мел. То есть все, так сказать, сплетенное в одну структуру. И вот такими вот причудливыми формами все это дело пористое, вымыто и выщерблено ветром. От дна ущелья до верха, ну, минимум 6 метров, наверное, а может даже и больше, 8 метров. И все это вот такие вот края. И все это уходит вот в такое вот узенькое ущелье. Пойдемте с вами прогуляемся в это ущелье Ыбыкты. И уже прямо вот здесь посмотрите. Посмотрите, как это выглядит. Обалдеть! Это одновременно и впечатляюще, и страшно, я не знаю почему. Страшно, наверное, потому что это какая-то вот такая биологическая, бионическая структура всего этого. И кажется, что ты заходишь не в ущелье между скал, где был поток воды, а как будто ты заходишь куда-то, я не знаю, вовнутрь какого-то древнего животного. Слушайте, реально прям по затылку мурашки бегут здесь. Пока, пожалуйста, насладитесь всей вот этой вот волшебной плетеной структурой. И посмотрите, как это выглядит дальше. Ну, это же просто с ума сойти. Понятно, что здесь место крайне популярное, что народу ходит здесь масса. Но я, честно говоря, просто безумно впечатлен. Посмотрите, какая тут круть. Боже мой. Ну это же обалдеть совершенно. Крутяк вообще полный. Посмотрите, какая тут структура. Это как же всей этой воде и воздуху нужно было поработать, чтобы вот это вот все вот так вот промыть. И все это здесь на месте лежит уже миллионы лет. Как минимум, наверное, 50 миллионов лет. Полное ощущение, что ты входишь куда-то вот в какого-то животного. То есть это какая-то, видимо, туша, а может быть не одна. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. И ты просто заходишь внутрь этого организма. Тут такой вот внизу лабиринт. Высота этих стен, ну я не знаю, ну минимум 6 метров, может быть даже 8. А наверху такой вот острый совершенно край, тоненький. Так вот не знаю, что ты просто идешь или едешь по степи, она ровная и гладкая, как стол, а тут вдруг такая вот расселена. Причем здесь она шириной всего, ну, 1,5 метра. А туда дальше, если посмотреть, вот там вот, максимум ширина этой расселены, наверное, 1 метр. И там она дальше и сужается. Тут все вот это вот совсем становится труднопроходимым. Блин, прям реально стрёмно сюда забираться. А вот это вот, смотрите, где-то примерно посередине какие-то вкрапления чего-то вот такого вот. Такая в меловой структуре пористая губка. И вот здесь тоже, и вот здесь, и все еще это покрыто каким-то там таким налетом. А посмотрите, какие своды. Как они выглядят потрясающе. Вот изъеденная водой и воздухом скала. А вон там вот. Вы посмотрите, как будто бы это какие-то огромные какие-то клетки. А вот там вот наверху, смотрите, на краю даже колючка растет. Посмотрите, ну, здесь кто заботливый положил какую-то палку. Пролезть, как я сюда еще буду слезать? Не очень понятно. Я оказался вот здесь. Круговая выемка. И где-то вот примерно на середине ее вот такие вот вкрапления камней. Причем их ниже нету и выше нету. Почему-то вот только ровно на вот этом уровне. То есть это где-то, наверное, в половине возраста этой пещеры происходили какие-то вот такие вот действия. Где-то, наверное, на 25 миллионах лет что-то это было покрыто вот слоем таких вот спеченных камней. Они явно, смотрите,
как будто спеченые, как будто сплавленные камни. Вот мы здесь с вами пролезли по низу. И посмотрите, какая красотища открывается туда дальше. Как это волшебно все выглядит. И как это все круто выглядит сверху. Ну что, давайте попробуем пролезть еще дальше в ущелье. Ой-ой-ой. Нифига себе. А там, посмотрите, вообще все как выглядит потрясающе. У меня слов нет. Чтобы забраться дальше, нужно пролезать совсем через узенькие места. Мне с моей конституцией, вероятно, это противопоказано. Но я все равно попытаюсь, по крайней мере, вот сюда чуть-чуть дальше пролезть. Посмотрите, как это выглядит. Вот такой вот проход, очень узенький. И сверху все еще это накрыто такой вот крышечкой. Чтобы туда дальше пролезть по этому каньону, по этому ущелью, нужны уже такие более-менее альпинистские навыки. А еще здесь абсолютная тишина. Нету ни ветриночки. И огромное эхо. Короткое, но сильное. Чтобы вы понимали, как здесь все устроено, я вам отсюда с верхней точки покажу общее представление. Вот это вот все бескрайняя, гладкая, как стол, степь. Где-то там вдалеке, уже на грани видимости, видны некоторые возвышения и холмы. А с этой стороны вся эта степь понижается вот в такую вот большущую впадину, которая с той стороны тоже огорожена холмами. И вот эта вот вся впадина потихонечку сужается и уходит вот туда, в уголочек, если вам видно. Давайте я постараюсь увеличить. И вот это вот и есть ущелье, где мы только что с вами были. Ущелье Ыбыкты. Необыкновенной красоты место. Вот такая вот красота. Обязательно побывайте в ущелье Ыбыкты. А вот как само ущелье выглядит сверху. Даже здесь слышно эхо оттуда раздается. Вот там, вот там. Мы входили в ущелье. Мы прошли буквально несколько метров и на этом остановились, потому что дальше было не пройти. А здесь это ущелье идет. Вот смотрите, как его видно сверху. Вот оно идет дальше. Такая вот расселена. Как вы помните, мы же с вами видели с той стороны снизу, какие очень тонкие и острые края у этого ущелья. Но очень хочется заглянуть вниз, сверху посмотреть, как все это выглядит. Ну и вот туда все это вода промывала, углублялась все глубже, глубже и глубже. И с каждым годом все это расселено становилось все глубже, глубже и глубже. И вода утекала куда-то вот туда. Посмотрите, как это все промыто водой. Все, что растворялось, все из этого камня выедено. Все легко растворимые примеси по чуть-чуть растворены и унесены водой. И остается только более твердый камень. Друзья мои, меня переполняют эмоции. Это потрясающе, удивительное, страшное, упоительное, красивейшее, впечатляющее, мощнейшее место. Одно из лучших из тех, что я здесь видел. Спасибо, что досмотрели до конца. Приходите еще. А на сегодня пока.